Всем привет! Сегодня давайте разберем провизионный кран и посмотрим, как у него устроена электрическая схема. Этот кран используется для подъема грузов. По конструкции все достаточно просто. Здесь установлены два электродвигателя. Один работает на подъем груза, второй отвечает за поворот крана. Чтобы кран работал безопасно, в системе предусмотрены конечный выключатель. Первый лимит-свитч стоит на подъеме гака. Когда гак доходит до верхнего положения, выключатель срабатывает. Второй лимит-свитч установлен на поворот башни, влево или вправо. При достижении крайнего положения он также отключает цепь управления. На пульте управления есть кнопка «Стоп». Она предназначена для аварийной остановки и позволяет быстро отключить питание крана. В электрическом щите расположены основные элементы управления и защиты. Предохранители, главный автомат, контакторы, защита от перегрузок, реле и трансформатор. Давайте теперь рассмотрим данную щитовую и электрическую схему, которая находится внутри. Справа на схеме указаны все обозначения элементов и их расшифровка, а слева показана сама схема подключения. Здесь мы видим главный автомат NFP. С него на систему подается трехфазное питание. Далее три фазы идут на пары контакторов реверса MC1, 2 для одного двигателя и MC3, 4 для второго. Эти контакторы отвечают за направление вращения электродвигателя. После контакторов питания приходит через тепловое реле TH1 и 2, которое защищает электродвигателя от перегрузки, и затем поступает на электромоторы IM1 и 2. В каждом электродвигателе установлен электромагнитный тормоз MB1 и 2, который удерживает груз при отсутствии питания. От главного автомата также идет питание на предохранители, который защищает трансформатор. Трансформатор выдает 220 и 110 вольт. Каждая цепь защищена своим предохранителем. Предохранители F3 подают питание на выпрямитель AX, который используется для питания электромагнитного тормоза. Напряжение 110 вольт используется в цепи управления. В цепи управления находятся кнопки вверх-вниз, влево-вправо. При нажатии кнопки питания подается через конечные выключатели, лимит-свитчи LS. Очень важно, чтобы конечные выключатели были исправны и находились в замкнутом состоянии. Далее питание проходит через контакты тепловых реле, которые также должны быть замкнуты. После этого напряжение поступает на катушку контакторов и реле управления. В зависимости от нажатой кнопки срабатывает соответствующий контактор MS1, 2, 3 или 4. Контактор замыкает, подключает силовую цепь, и питание подается на электродвигатель. Таким образом, схема управления краном достаточно простая, логичная и надежная в эксплуатации. Пусть конечники срабатывают вовремя, а автоматы не выбивают. С вами был Олег Works.